Приветствую всех любителей таинственного и непознанного. Сегодня вновь поговорим о Карле Густаве Юнге. Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг до сих пор является одним из влиятельнейших специалистов по психологии. Однако его творческое наследие настолько разнообразно, что не может рассматриваться в рамках какой-то одной доктрины. Он получил академическое образование по специальности психиатрия и уже в начале карьеры подавал большие надежды. Например, Зигмунд Фрейд открыто заявлял о Юнге как о своем преемнике в области психоанализа. Однако через некоторое время их пути разошлись, и в 1912 году Юнг и Фрейд перестали контактировать друг с другом. Доподлинно неизвестно, что послужило причиной их разлада, но, скорее всего, диаметрально противоположные взгляды на некоторые аспекты бытия. Так каким же было мировоззрение Карла Густава Юнга? С одной стороны, его работы и высказывания воспевали торжество науки, а истина приходила только вследствие обширной клинической практики. Однако практика Юнга не всегда была традиционна. Он часто прибегал к визионерству и переосмысливал гностическое наследие минувших веков. Карл Густав Юнг был швейцарцем, поэтому Первая мировая война его практически не коснулась. Но это не значило ничего. Его постоянно преследовал некий внутренний кризис личности, заставлявший по-новому смотреть на окружающий мир. Внутри Юнга постоянно шла борьба, которая завершилась лишь в 1916 году, или же перетекла в новую фазу. Тогда произошел своего рода катарсис. Юнг услышал дверной звонок, но, открыв дверь, он никого не увидел, но почувствовал призраков. Когда же он обратился к ним, пытаясь выяснить, откуда они, был получен ответ: «Мы возвратились из Иерусалима, где не нашли того, что искали». Эти слова стали основной идеей удивительного труда Юнга под названием «Семь наставлений мертвым», по латыни «Septem sermones ad mortus». Автором наставлений значился Василит из Александрии, великий учитель гностицизма, деятельность которого относится ко II веку нашей эры. Не найдя в центре трех мировых религий, коим являлся Иерусалим, ответов на многие вопросы, а также не найдя успокоения, мертвые отправляются к Василиду в поисках ускользающей истины. Юнг воспринимал все эти вещи абсолютно серьезно. Такая история больше походила на фантазию, мистерию или сон. Но он считал, что именно в грезах проявляется структура нашего подсознания, которую он назвал архетипом. Он много времени уделял изучению сновидений своих пациентов. Они напоминали ему мифы античности или же скандинавские саги. Из этого он сделал заключение, что ничего сверхъестественного нет, а есть лишь определенная работа психосферы у человека, рождающая определенные образы. Подобными утверждениями Юнг, конечно, навлек на себя гнев теологов и служителей церкви. Однако ему уже поздно было становиться еретиком и идти на костер инквизиции. Времена изменились. Когда же у Юнга спросили, верит ли он в Бога, он ответил: «Мне не надо верить. Я знаю».